Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Это видео вы можете посмотреть не только на Дзен, но и на YouTube. Ссылочку вы найдете под описанием ролика. Я буду вязать авоську из двухниточного джута. Он шлифованный, не колется и приятен в работе. Сразу же хочу предупредить, что я новичок в вязании. На звание эксперта я не претендую. Если мое видео окажется для вас полезным и интересным, я буду этому очень рада. Предлагаю приступить к работе. Я уже сказала, что я буду использовать джут, а также я взяла крючок на 4,5 мм. Для начала вязания я набираю 39 воздушных петель. Я набрала косичку из 39 воздушных петель. Теперь мне нужно подняться на высоту первого ряда. Первый ряд я буду вязать столбиками с накидом. Для этого я набираю 2 воздушные петли. Первый столбик с одним накидом я буду вязать в третью петлю от крючка. Первую получившуюся петельку я маркирую. Чтобы в полотне не было дыр, я подхватываю заднюю дужку косички и заднюю перемычку. Провязываю столбиками с накидом 38 петель. Я распустила узелок и в 39 петлю провязываю 5 столбиков с одним накидом. Я максимально затянула вязание и теперь буду продолжать столбики с накидом провязывать в кромку косы. При этом я втыкаю крючок, накидываю хвостик и продолжаю вязание. Далее провязываю еще один ряд столбиков с одним накидом. Последнюю дужку косички я также провязываю 5 столбиков с накидом. Всего у меня получилось 84 столбика с накидом. Теперь мне нужно закрыть первый ряд. Для этого я нахожу свой маркер, снимаю его, чуть-чуть вытягиваю петлю на крючке. Вытаскиваю его, вставляю под дужкой первой косички, которую маркировала. Захватываю рабочую петлю, протягиваю под косичкой. Чуть-чуть подтягиваю. Вставляю крючок в то же место. Вытягиваю рабочую нить. Провязываю обе петли. Создаю имитацию столбика с накидом, провязывая воздушную петлю. Я провязываю еще один ряд столбиков с одним накидом. Чтобы поднять стенки, я больше не делаю никаких добавлений при вязании. Просто провязываю столбики с одним накидом. Вот такой получился у меня результат. Я закрываю третий ряд столбиков с накидами. И снова делаю имитацию столбика с накидом.
Теперь начинаю вязание рисунка. Делаю накид в следующую петлю, провязываю столбик с накидом, далее одну петлю мне нужно пропустить, поэтому я подтягиваю нитку на крючке. И формирую воздушную петлю. Внизу пропускаю одну петлю, делаю накид и в следующую провязываю столбик с накидом. В следующую от последнего столбика я снова провязываю столбик с накидом. Подтягиваю нить на крючке и формирую воздушную петлю. Продолжаю вязание до конца ряда. Если вы все провязали правильно, то в конце у вас останется 4 кромочные косички. Здесь также после последнего элемента я делаю накид, пропускаю петлю, провязываю столбик с накидом, провязываю еще один столбик с накидом, делаю воздушную петлю, и из воздушной петли вытягиваю немножко нитку и закрываю ряд в крышечку второго столбика. Закрывая ряд, сильно не затягивайте нить, потому что она должна сформировать крышечку первого столбика в этом ряду. Мы в нее будем провязывать столбик без накида в следующем ряду. Следующий ряд провязываю столбиком без накида. Где у меня воздушная петля, я ныряю под нее, вытаскиваю нить и провязываю. Те косички, которые имеют в основании столбик, я провязываю, как обычно, под тушками. Я дошла до конца ряда. Провязываю последние петли. Сейчас у меня набрано 82 петли, мне осталось провязать еще 2. Это воздушная петля и крышечка первого столбика. Под воздушную петлю я ныряю, вытягиваю нить и провязываю. А также провязываю крышку первого столбика. Теперь мне нужно закрыть этот ряд и подняться, сымитировав столбик с одним накидом. Далее нужно посмотреть по рисунку, что это за элемент. Я вижу, что это второй столбик, значит, следующим элементом будет воздушная петля, а внизу я одну косичку пропущу для провязывания. Делаю накид, эту косу пропускаю, и в следующую провязываю столбик с одним накидом.
Продолжаю вывязывать рисунок до конца ряда. В конце ряда мне нужно дополнить первый столбик еще одним. Для этого после последнего элемента я пропускаю одну кромочную косу и провязываю столбик с накидом. Соединяю ряд в крышку второго столбика. Следующий ряд снова провязываю столбиками без накида. Именно на этом ряду нужно аккуратно проконтролировать количество петель, которых должно быть 84. Если их меньше или больше, значит вы где-то ошиблись. Соединяю столбики, закрывая ряд. Я вижу по рисунку, что в этом месте у меня должна быть воздушная петля, поэтому мне нужно перейти на следующую. Просто провязываю соединительную петлю. Теперь мне нужно создать имитацию столбика с накидом. Для этого я вытягиваю рабочую петлю. Поворачиваю крючок на 360 градусов против часовой стрелки, захватываю рабочую нить и провязываю. Двигаюсь далее по рисунку. В конце этого ряда мне нужно сформировать воздушную петлю, вытянуть из нее ниточку и с помощью этой ниточки закрыть ряд. В крышечку второго столбика. Следующий ряд снова провязываю столбиками без накида. Чередуя ряды разных столбиков, нужно провязать авоську необходимой длины. У меня получилось 14 рядов столбиков с накидом. Я провязываю еще один ряд столбиков без накида. Ряд не закрываю, вытягиваю петлю, маркирую ее и стягиваю обратно. Нужно отмерить длинный хвостик, у меня примерно метра 3-4. Его я буду использовать для обвязки ручки изнутри. Чтобы хвостик не мешался, я прячу его внутрь сумки. Теперь мне нужно найти места, где я буду располагать ручки. Я нашла примерно. Маркирую с обеих сторон.
Убираю весь шлак, который попадается в джуте. Пересчитываю количество петель между маркерами. И теперь мне нужно отложить то же количество петель с другой стороны. Следующий этап вязания. Мне нужно ввести новую нитку, но не здесь, а найти где-нибудь посередине между маркерами место. Я ввожу нитку, оставляя небольшой хвостик и вяжу столбики без накида до первого маркера. Я довязала до первого маркера, снимаю его, провязываю столбик без накида и теперь в эту петлю набираю 60 воздушных петель. Слежу за тем, чтобы косичка из петель у меня нигде не перекрутилась. Соединяю ее с вязанием в следующем маркере. Ввожу крючок, провязываю и теперь провязываю обе петли, которые у меня на крючке. Дальше вяжу столбики без накида до следующего маркера. То же самое нужно сделать и с обратной стороны сумки. Количество петель, которое уйдет на ручки, должно быть одинаковым. После я сделаю еще один ряд столбиков без накида и обвяжу ручки. Я обвязала сумку и ручки двумя рядами столбиков без накида. Теперь плавно перехожу на обвязку всего изделия. Для того, чтобы закрыть ряд обвязки, я буду пользоваться иглой для вязания. Возвращаюсь к фиолетовому маркеру. Обратите внимание, насколько сильно сдвинулось вязание. Вязать мы начинали, примерно где-то здесь. И насколько сильно оно сдвинулось. Зато у нас получился ровный рисунок. Я снимаю маркер, вытаскиваю свой длиннющий хвост и закрываю ряд.
Далее сразу же перехожу на обвязку внутренней стороны ручек. Я убираю все косяки, прячу хвостики. И вот какой результат у меня получился. Надеюсь, что у вас получится еще красивее и техничнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!